Всем привет! Мы продолжаем проходить Bayonetta 2. Глава у нас, значит, 10-я, она называется «Глубины». Поехали. Давай начинать. Очнулась таки. Так, мы в аду находимся, насколько я помню, да? Затянуло нас через ворота. А где пацан? Жанна. 2 камушка горит. Окей. Сейчас опять драка будет. Камера постоянно на жопу Байонетты съезжает. Ой, не вижу, куда лечу. Здравствуйте. А чё они все летают? Мне до них не дотянуться. Ну давай стрелять тогда, что делать? Да, они все вокруг этого острова летают. И мне их не достать тупо. О, один приземлился. Сейчас мы его сделаем. Странная драка. Ну ладно. Так, чё, где остальные-то? А, все, закончились. Так, и нам дальше, да? Ну, надеюсь, я долечу. Нет, так придется пантерой прыгать. О, мы еще планировать, оказывается, умеем. Ну, надо же. Да, кто бы сомневался. Мини-босс. Я его бью хотя бы. Не знаю, но полетом я управляю, это уже хорошо. Ага, камни эти тоже собираю. Понял, принял. Нет, я его не ударяю, кстати. Надо по центру. Вау. Урон получил. Ну да ладно. Это не беда. Приземлился. А, это стих 4, оказывается, был. Прям на подглавы делят вообще. Ля, какой паучок. Кто такой? Заклинатель пламени фантазморение. Фантазморение. Но... И мы начинаем с удара по щам мне. Так, у него будет одна фаза, кстати сказать. Это хорошо. Ультанул. Но я, короче, парировал эту ульту нормально. Давай. Оп. Парирование. Замечательно. Давай, иди-ка сюда. О, маленьких призвал. Ля, какой молодец. Давай, хоть мелочь покидаем. Она ему то по клешням лупит, то в голову. Это странно. Я цели же не могу выбирать, да? Ну, хоть парируется нормально. Атаки читаемы. Опять малышей позвал. Ну, не знаю, стоит ли их бить.
Или так пойдет. По идее, если большого паука завалить, то мелких не надо. В жопку ему настрелять. В брюшко. Прям парирование за парированием идет. Трунь. Золото. Норм. Все, нам туда. Надо в глаз, наверное, пальцем ткнуть, прибежать. А ничего собирать не надо. О, лечилка. Это мы берем. Это хорошо. Давай-ка это яичко разобьем. Яичко. Так, осмотреть. Похоже, это дерево отличается от других растений инферно. У основания его ствола стеклянное красное ядро. Кажется, ядро смотрит на меня и просит доказать свою силу. Бля, ну давай докажем, то что мы все-таки способны. Да, я понял. Что-то тетя себя странно ведет. Мост сделали. Давай, наверное, пантерой побежим, быстрее будет. Так, это нам туда. И по-любому мы в чем-то желудке. О, добивание. И я теперь в летучую мышь превратился. Кстати, я такое добивание уже видел. Не ново. Хотел его дострелять по корячу, ну ладно. Пыточная атака. А, это я рукой его стучал, да? Я что-то не заметил. Все. Бля, он еще живой. Вот жира они тут прилично этим мобам накрутили, конечно. От души просто. Все, он подох. Вот никого больше. Битва с боссом. Угу. Кто такой? Ложный просветитель презрения. Сейчас сделаем, не вопрос. Оу. А, он меня маленькую девочку превратил. Кстати, как в этом. Как босс финальный. Это что было? Я понял. Первая смерть. Ясно. В общем, под это дело надо уворачиваться. Да. А почему я с этими бьюсь? Где босс? Тут же другие только что мобы были до босса. Что происходит? Куда-то откинули, но я не понимаю куда. По идее, мы сейчас будем биться с этим презрением. Сохранение возле него не прошло. Ну блин, если он у меня сейчас опять девку маленькую превратит, то это ваншот. С учетом того, что у тебя драка-то начинается постоянно с удара противника. Пропускаем. Блин, ну надо убегать тогда. А как? Как мне от него удрать-то быстро? Главное, на руки его не попасть. Как долго? О, все. Нормально. Я расчехлился.
Главное под эту ульту не попадать. То будет вава. Добивай. У него какие-то пистолеты выпали. А, ну я брал это. А-да. Платина. Платина. Но все равно по факту будет, наверное, бронза за уровень. Странное, конечно, у разработчиков представление об аде. Ад, по-моему, во всех играх даже не так выглядит явно. Тут как-то... просто на какой-то желудок, кишки, я не знаю. Щупальца похоже. Давай, очередная драка. Кто такой? Угу. Типа Шивы какой-то. Преследователь крайностей. Праздность. Боссы просто тут каждые 2 шага. Реально. Если будут рефайты, тут можно, наверное, опухнуть просто. За раз столько боссов перемочить перед главным. У него 2 меча каких-то еще, кстати. Ну, вроде парируется попроще. Оп. А как-то вокруг него летает. Оп, и парирование. Все, помер. Ну опять мы бьем глаз и дальше бежим до следующего босса. Не увидел, что дали, вроде золото. Не суть. Там, кстати, сундучок. Давай сходим, наверное, возьмем его. Почему бы и нет? Оп. Леденец лиловых чар. Да, сейчас очередная драка будет. Что тут продавец делает? Да это же Байонетта. Не ожидал встретить такую ведьму в таком месте. Роден? Только не говори, что ты пришел спасти меня, как рыцарь в сияющих доспехах. Спасти? Я что, похож на спасателя? Если бы ты бы здесь откинулась, я бы навис над твоей душой, как голодная гиена. Он вообще в магазине должен быть. Что он тут делает? Опять скат. Опять будем со скатом драться. Нет? Так, я буду с вами помягче, так что давайте веселиться. Ну, давайте веселиться. Флешеры, в принципе, до этого это и сделано. Минимум смысловой нагрузки, максимум боевки и развлечений. А, он мне тоже вроде как... Да, он мне тоже помогает. Роден. Молодец какой. Надеюсь, я этим ударом хоть кого-нибудь зацепил. Че, вернуться в игру?
Но у Родена шкалы здоровья нету, значит его никак повредить не могут. Мне проще. Три мини-босса. Ну их сейчас так и будут. Потом будут по 5 накидывать сразу же. О, теперь два таких, два таких. А тот уже помер, что ли? Как-то он быстро. Я его, наверное, кульминацией темной завалил. Все, кончился. Давайте следующих. Мы на месте, и судя по всему, моя цель тоже. Один камень. Жанна, вот она. Погоди. Ты серьезно решила встать между мужиком и его следующей получкой? Чего? Остынь, Байонета. Мы пали в мою цель. Она мне нужна целой. Все, Байонета улетела. Чистое платье. А что я такого сделал? Просто, наверное, за этих... За мини-боссов то, что я поубивал. И все равно бронза. Ну, потому что одна смерть. Ну, тут игра пожестче наказывает вообще. За смерти. В первой части даже там, если 2 раза умрешь, тебе хотя бы серебро дадут. А тут просто бронза и все. Ну, я, наверное, еще пробежал некоторые моменты. Возможно. Так, что там? 11 глава. Инферно и его правитель. Реально, у него что-то с позвоночником. С такой осанкой, как бы... Что? Человек? Что привело человека из плоти и крови в это место? Я пришла за своей подругой. Ей уже пора домой. Подруга? А, ведьма. Увы, она уже поглощена. Такая изысканная душа и свежая. Какой деликатес. Прочь, человек. Я закрою глаза на твое вторжение и ущерб, нанесенный моему дворцу. Если ты немедленно уйдешь отсюда. Жаль, что из Инферно не сбежать. Ну, Байонета же не совсем человек. Все еще прощаешь мне мое вторжение? Что ты будешь делать без своего драгоценного дворца? Ты тоже ведьма тьмы? И у тебя контракт с мадам Баттерфляй? Да. Вот мы и встретились, мадам Баттерфляй. Даже прошествие 1000 лет не уняло мою ненависть к тебе. Как хорошо, что мы трое любим женские драки. Кто разговаривал-то со мной? Вот это чучело, да? Ля какая. Шепот помешательства. Альтрауне. Мадам Баттерфляй, как же я ждала день, когда смогу сама заставить тебя страдать. Сегодня будет последний день твоей жизни. Сейчас только надо потанцевать. Не знаю, чем ты ее так выбесила, но что бы то ни было, молодец. Фаз будет несколько. Она меня тут грызет. Давай. Ближе ко мне. Я думаю, надо цветочек, да, вот этот разбить, а то как-то это... Возможно, он мне будет жить мешать.
Прикольно ее, кстати, в воздухе ловить. Много ударов можно нанести. Давай, кульминация. Оп. А чё она свою мадам Баттерфляй-то не призывает? Она же с ней хотела подраться, а не с Байонетой. Так, нечестно. Надо просто всегда лупить на парирование. И по-любому не ошибешься, потому что она атакует практически всегда. По жопе ей напинал. Две фазы всего, кстати. Ой, ой, поймала. Ответочка. Блин, опять со своими цветочками. Ну и цветочком заодно досталось. Это вторая фаза какая-то, очень у нее жира много. Не прошел удар адекватно. Ну что за драки в воздухе? Мне ее не достать. Вот так вот. Это каша вообще происходит. Эх. И уворотик. Добивание. Ах ты грязная сука. Ну а теперь она побольше станет. Сейчас еще будет драка. Теперь она будет размером с мадам Баттерфляй. Она превратилась в большую паучиху. Ну, типа того. Шепот безумия Аль-Рауни. Довольно игр. Взмолила бы о пощаде, выжила бы, но теперь все, что тебя ждет, это смерть. Опять пафосные речи. Сейчас загасим все равно. Жанна. О. А Жанка у нее в пузике. Да она Жанку съела, что ли? Ай-яй-яй. Я чувствую, как становлюсь сильнее и сильнее. Эта душа просто невероятно питательна. Я чувствую, что могла бы стать королевой этого мира. И жога-то не замучает. Ну, сначала потанцуем, естественно. Жопой покрутим. Значит, тебя ждет кровавая коронация. А теперь отпусти мою сестру-ведьму. По факту, если бы вот так, допустим, она бы встретилась с каким-нибудь врагом серьезным, пока вот, ну, они там поболтали, всех дел, пока они начинают друг с другом разговаривать, поговорили, потом она начинает танцевать, враг просто возьмет и в спину клешню свою воткнет и все. Смысл ждать, пока она натанцуется. Ну, это в стиле аниме, наверное. Наверное, возможно, даже индийского аниме. Типа, не бей меня, я сначала станцую. Так, ну, первая фаза снесена. Жира немного. Вроде как. Фазы 3 будет. Отдай Жанку. Я. Вот. Догоняем. Причем не важно, куда ее лупить. Давай-ка только летать не будем. Эпично, эпично опять все. Да, 3 фазы. О. Держи ее, мадам Баттерфляй. Мы будем Жанну отрывать. Ну что ты?
О. И так сойдет. Тоже, кстати, атаки несложно читаются. Оп. Прям видно то, что босс атакует, и можно хорошенько ему напихать. Долгие замахи руками, хвостом. Где она вот? Я сейчас ее не вижу. О. Ну, можно просто спамить прямо кнопку у ворота. Не ошибешься. Все равно она где-то рядом и где-то тебя атакует. Все, добили. Давай, Жанку выдрали, точнее, душу Жанны. Жанна. Все. Какая у нее башка огромная и неповоротливая. Че? Блин, женщина, я же тебе сказал остыть. У тебя есть дела поважнее, чем возиться с этой тварью. Да, тащи Жанку обратно к гробу. Жанна. Вот, точно, будильник надо ей ставить. Там последний огонек остался. Жанна, вставай. А не то будет поздно. Жанна. Уже пора, просыпайся. Прошу, Жанна. Очнись. Все, очнулась. Жанна. Тереза. Мне что, поцеловать тебя, чтоб встала? Могла бы и засосать, знаешь. Подруги. Уже несколько тысяч лет. Тебе всегда тяжело было по утрам вставать, да? Абсолютно в дырочку. Ты, но это же... Сразу ты пришла сюда, чтобы спасти меня? С ума сошла? Как с языка сняла. Пошли. Теперь, получается, ее душу надо вернуть в тело. Если я правильно понимаю. С осанками у них проблема, у обоих. Что происходит? Тебе нужно вернуться в свое тело. И немного отдохнуть. И сисек нету, кстати. Зачем сиськи, да, души? Будь осторожна, Тереза. Что-то серьезное скоро произойдет с нашим миром. Я знаю. Просто возвращайся. И не думай останавливаться или сходить с дороги. Красота-то какая. Лепота. Я уж думал, все свои дела просрал. Надо отдать должное, товар что надо. Отличная палитра для художника. А теперь пора заняться грязными делами. Вот, да, он какую-то штуку уже с собой носил. Что ты делаешь? Прекрати, нет. Как ты смеешь поступать так со мной? Я не потерплю этого. Он из нее что-то вытащил. И в эту штуку собрал. Так вот, как это работает. Ну, не очень романтично. Неплохо светится, не думаешь? Что до его силы? Ну, мне не нужно объяснять тебе, как все к херам разносить, верно? О, эти точно я ж. Малыш. На единорога призвала. Ты прям герой, который всех спасает, да? Не забудь свою новую игрушку. Он дал нам какой-то пистолет, что ли? Окей.
Так, 11 готово. 15 глав в игре всего, плюс эпилог. Но этот эпилог, судя по первой части, это Альруна. Это кнут какой-то, что ли? Судя по первой части, эпилог довольно-таки может быть затянутым. Минут на 20, на 30. Запросто вообще. Так, давай, 12 глава, поехали. Надо было, наверное, в магазин, да, заглянуть? Ну ладно. Опа, на лошадке поедем. Что там? Захват, уклон, темное, ну, управление клинком. Ай, ладно, разберемся. Ага. Уклонение. Стой, назад. Драться давай с этой штукой. Вот, теперь их две. Они размножаются, почкование. Ну, в принципе, управление такое же. Ничего не вижу. Но на всякий случай бью кнопку удара. Вот куда тут прыгать? Бежит она, бежит. А, вот он поворот. То ты по коридору бежишь, по которому свернуть не можешь, то теперь тебе предлагают сворачивать. Да. Этого коня зовут Диамет. Опять экшен, экшен, экшен. Для чего использую эту темную кульминацию? Тут особо драться не с кем. О, давай хотя бы, да, постреляем. Раз добраться не дают, мы хотя бы постреляем. Все, вроде убил. Даже не понимаю, бьешь его или не бьешь. А, куда? Тут уворот надо делать. Пролезем, не? Я думаю, в конце не пролезем. Красочно, эпично, но странно. Конь прикольный, конечно. Угу. Мы вовремя, кстати. Если я правильно понял, то этот мужик с копьем это наш, типа, отец приемный. Бальдер. Это не точно. Ох, не на того ты наехал. Да брось ты пацана, делись ты с ним, как женщина. А? Как же промежность-то не показать? А то уж целых полчаса прошло. Летучая мышь. Несколько. А чё не в одну жирную бы превратилась летучая мышь? Так, очередная драка, да? С этим мужиком. Ну, пацана увезли, нормально. Почему ты постоянно вмешиваешься? Он мне еще не на все вопросы ответил.
Кто кого? По идее, пантера должна быть быстрее. Твоя дерзость будет стоить тебе жизни, ведьма. Хочешь сказать, в дипломатии ничего не вышло? У него аж маска треснула. Сдавайся, иначе потеряешь не только свою маску. Ведьма тьмы. Или стоит называть тебя Байонетта? Да. Похоже, что так меня нынче и зовут. Ну что ж, Байонетта. Ты будешь первой ведьмой тьмы, погибшей от моих рук. Да он девственный еще в этом плане. Мудрец света Бальдер. Клянусь своей честью мудреца света. Он, кстати, похож на финального босса с первой части. У них у всех эти перья петушиные. 5 фаз у него. Нет, 4. Это мы третий раз с ним деремся, да? Значит, либо он будет еще финальной 4-й дракой, либо кто-то другой. Наверное, кто-то другой. Вот мы с проекцией дрались, тоже какой-то там мудрец света. Кошмарить нас пытался в полете. Вот. Наверное, с ним в конце. Ну, ты не хочешь на землю-то? Приземлись. Я тут тебя бью во все. Оп, а я ушел. Не давай добивания. Когда кувыркаемся вокруг него, пляшем, прыгаем. Но так у нее не добавилось. Тоже странное решение. Вот у врага, допустим, несколько фаз, но он атаки, допустим, не меняет. Он просто пользуется одним и тем же, как бы, ну, либо вы сделаете полоску, да, здоровья у него побольше, раз уж такое дело. А то несколько раз по полоску надо снести прям. Я все сравнивал эту игру с Devil May Cry. Хидеки Камия, который то сделал Байонетту. Он же и Devil May Cry делал. Так что неудивительно, что эти игры похожи. Давай добьем уже. Ну и все. Кончился этот Бальдер. Хваленый ваш. Ему нет прощения. Никогда ему не будет прощения. Клянусь своей душой, он испустит последний вздох у моих ног. Монокль не потеряй, придурок. О, помадка, надо забирать. Это невозможно. Малыш? Он мутирует, походу. Где я? Байонетта, не подходи ко мне.
Куда все делись? Только мы, наверное, в магазинчик зайдем, а то уже 150 тысяч насобирал. 160. 13 глава. Просто в магазине сейчас купим все, что есть. Платиновый билет. Так, давай, оружие. Это берем. Алируну тоже берем. Прилично стоит, кстати, я скажу. Приемы у нас все. Хотя, по идее, если ты берешь предмет новый, да, почему бы для него не сделать какие-то комбо-удары, там, я не знаю. Я не знаю, что это такое. Духи для ведьм, созданные из уникальных ароматов, делают вид вашего костюма идеально подходящим для ракшасы. Упс. Ладно, все равно, в принципе, ни на что больше не хватит. Сейчас в меню первый раз за игру нужно будет залезть хотя бы и... Это какого? Поставить там что-нибудь. Настройка персонажа, да, вот. Попробуем, да, вот сразу же. Сразу же все. Если что, мы же можем обратно это. Мы, если что, можем же обратно всегда в меню зайти и переделать обратно на пистолет. Сразу попробуем и мечи, и этот кнут. По-моему, я уже тут был. Я знаю это место. Я знаю это, что за время. А ну-ка, постой. Ой, разделась. Опций нет. Вот. Я же менял. Сюда Альруну. Сюда Ракшасу эту. Давай так, да, сделаем крест-накрест. Посмотрим, что получится. Угу. Мечи на ноги, на руках кнуты. А пистолет все равно есть. Ну, посмотрим, посмотрим. То есть так пистолеты, так кнуты с мечами одновременно. Пистолетов, короче, никто не отказался. Мне прямо или налево? Ладно, короче, где у нас этот? Где у нас катсцена сыграет, туда и пойдем. О, здравствуйте. Симпатично смотрится. Сейчас попробуем на эффективность этого всего. Я думаю, разницы никакой, что пистолетами. Особо разницы нет по урону.
Давай, старина, ближе подходи. Он спрятался там где-то за текстурами. Найти его. Чистая платина. Да, вот почему пропуски во время того, как подсчитывают общие очки за главу, почему у тебя пропуски получаются. Ты, допустим, не в каждый там этот поворот зайдешь, заглянешь, там не все найдешь. Ну какая. О, какая. Но с осанкой, конечно, у нее проблемы, по-моему, вообще. Абсолютно. Ее бы к хирургу или к костоправу какого-нибудь. Давай нам вперед, короче. Кто стрелял? Лука, поди. А, нет. Я так и не понял, как зовут этого персонажа. Сколько у него бляшек разных, ремней. Наши силы скоро сломят. Иди к часовой башне. Мы должны защитить ее во что бы то ни стало. Тебе надо, ты иди. Ты кто? Ты же... Ну, назовись. Ты. А кто это вообще? Кто такая? Затолкали ему в жопу. А мы вдвоем его пинаем. Случайно не мой близнец какой-нибудь? Внебрачный. Это же запросто может быть. Да, разницы никакой. Пистолеты у тебя, кнут там или еще что-то. Урон одинаковый. Причем пистолеты тоже никто не отменял. Это нормально. Оп. Загнали. Убивание мы вместе делаем. Прикольно. Прикольное добивание. Все. Кончились. Все равно дали серебро. Почему? Урона нет, вроде по времени. Куда еще быстрее, я не знаю. Ну ладно. Видимо, у игры такое настроение. Так, опять этот с красными и синими глазами. Я его хоть достаю? Ну да. Тоже 3 фазы. О, как раз его. Не на время ведьм поймал и на это, добивание. Тоже ничего. Давай. Опа. По-моему, не получилось.
Где же Жанна? Куда же она делась? Она, видимо, еще до сих пор летит в тело запихиваться. О, дурак, взял голову, воткнул свой. Кем мы деремся, интересно? Ну, в смысле, как вот эту дамочку, которая нам помогает, как ее зовут? Мы его добьем куда-нибудь? Упс. Я там что-то взял. И попал на ульту. Но это не ульта, кстати. Обычно, да. Не, ну так-то, в принципе, злой клюважор, но ничего, разносится вроде. С атаками не совсем понятно. Я ему голову оторвал, да? Простите. Бронза. Ну да, за урон. И чё? Куда идем? Подожди, я тут бегал в первой части, по-моему. Здесь у нас секретка была. Ну как секретка, сундук какой-то. Такое ощущение, что мы обратно сюда вернулись. Но с мечами и кнутами прикольнее атака получается. Покрасочнее, чем просто с пистолетами. Так. Надо получше побить. О. Да-да-да, я тут был. В первой части я тут был. У мужского пола вообще, что ли, нету? Упс. Стой. Тут надо в пантеру, да, превратиться. И потом двойной прыжок. А я быстрей. Блять, только не очень четче. Чё, где она? Нахер, я до парирования спокойненько лучше планирую. Да-дам, открываем. Я вот не знаю, обязательно ли подпрыгивать. Можно попробовать на месте просто постучать по двери. А мы мелкого лупим, а большого-то нет. Давай, пыточные атаки. Походу не сыграла, или да? Я коня призвал. Иди-ка сюда, мистер. Ну этого мы уже видели. Что за атаки такие? Не, подожди, я его не видел. Хвоста такого не припомню. Ой, а пыточная атака опять не сыграл.
Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Давай сундучок возьмем. Сейчас опять с этими статуями и замедлением времени мудиться. Не очень, кстати, механика в первой части. Это сосучка волшебная. А, мы сейчас просто замедлим время. Да, пошли. Мы сейчас замедлим время и будем по воде бежать. Чик. Если хотите ходить по воде, докажите свою храбрость, вернувшись от молнии на волосок. Парирование вовремя сделать. Активировать. И... бам. Все, побежали. Но зачем этот супер удар? Ну что ты делаешь? Пизда, я не успею. 2 шага не успел. Все потому, что она начала автоматически делать супер удар. Теперь норм. У меня еще времени, вагон остался. Да, вот давай как-то в кучку соберем. Все-таки, наверное, у меня, если кнут, то почтительные как-то круговые удары. Пыточную, да, давай. Что-то подобное было в первой части. Они, видимо, особо париться не стали, знаешь, там анимации менять и так далее. Взяли с первой какие-то. Просто раскрасили их немножко по-другому. Бедное животное. Замудохали его. Тихо, еще не все. О, теперь все. А вот это вот что за дверь такая? И это можно открыть. Ну давай тут шороху тоже наведем. Тут колечек много. Там еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Все собрал. Так, вот давай на месте прямо эту штуку ударять. Как ни крути, все равно она подпрыгивает. Упс, не добежали чуть-чуть. Кто такой? А, тоже чувак с первой части. Дрались вроде с таким. Было дело. Причем несколько раз. А, уже все? Ну, я у него же явно не все здоровье снес. Опять замедление времени. Куда побежим-то? Ага, я понял. Поднять, активировать и... Оп. Бля. Я криво прыгнул. Подожди, куда ты? Я не вижу. Прям под тобой все сломали. Куда идти? Ну, допустим. А где бабенка-то со мной бежала? Куда бабу дели?
Все горит, взрывается. В какую сторону бежать? О. Она меня уже тут ждала. Частями будем его бить, походу. Тихо. Что происходит? Главное, чтобы не ваншот. Сколько руки убрал. Это еще не все. Он нас долго будет по-любому преследовать. Таран-тан-тан-тан. Да, куда нам надо? Любому к его роже. Нет, мы через него просто перепрыгнули. Ну ладно. Сундучок. Кстати, лечилок ты можешь выбить во время прохождения главы сколько угодно, ну как бы. А в магазине только определенное количество покупаешь. Ну тут прям все враги с первой части. Чё же это за баба-то такая? Она в первой части была и сейчас мне помогает. Кто такая? Хоть бы сказали. Все, -1 и второй. Как он ко мне? Жух. Чуть за жопу не схватил. У них у обоих с осанкой проблема. Ну, вот, видимо, у всех женщин жесткая проблема с осанкой. Добежим. Все крушится, ломается опять. Я, видимо, должен интуитивно догадываться, куда следующий осколок полетит. Блин, она прыг-скок. О, я хотя бы увидел, куда она несется. А чё, драки не будет? Let's go, говорит. Чё тут? Леденец. Да иду я, иду, чё ты орёшь? Вот куда-то приперлись. Он, наверное, разогретый весь. Его лучше не трогать. Ну, этого босса прям они взяли, разделили его на 3 фазы.
Наказание не успел сделать или успел? Что-то не очень он наказался, у нее еле здоровье сняли вообще. Вот пистолетом быстрее сниму, пока иду до него. Мужик, ну куда ты полез? Мы деремся или что? Опять пропал. А, на нас, кстати, я заметил, что луна светит, поэтому мы вообще в целом по всей окружности от этого... Короче, и на потолке, и на стенах мы тоже бегаем во время драки. Давай наказать. Оп, мега пинок. Ну как мега? Такое. У меня много выстрелов с пистолета летит, а у нее как там мушкет какой-то. Она, видимо, старомодная какая-то ведьма. С прошлого. И кульминация на лицо. Ну все же. Вот, кульминация на лицо. Да, мы тебя бить не будем, мы станцуем. Тогда должна быть индийская музыка играть. Серьезно? Мы оба вызвали драконов, они укусили его и разорвали. Вот так. А все равно бронза. Чего, блядь? За что? Насколько круче надо его мочить, чтобы тебе, блядь, не бронзу давали, а какую-нибудь платину. Золото хотя бы. Это странно вообще. Начисление очков тут. Ну да. Вот, я почти во все закутки, там, коридорчики заходил. Вот почти все вот эти вот свободных ячеек практически нет. Дали все равно серебро. И так сойдет. Карты. Давай. Что там? Какая, кстати, глава? 13 или 14? Я что-то уже не помню. 14. Поехали. Еще 2 главы. Нет, ну, 14, 15 и эпилог. 3 главы будет еще. Сейчас сделаем. О, мы сейчас в меха залезем. Вот он крутой. Мне понравился. Жалко, только в самом начале дали у него, ну, с ним поиграть. Прикольная штука вообще. Бой. Все, сбрось свою броню, нажми дважды для рывка. Воу. Прикольная штука. А куда бежим? С этими драться что? Ну давай. Давай-ка да. По краям тоже раскидаем всех. Не, ну мех прикольный. Чик. Прям аж чем-то Gears of War, кажется, второй. Да, вроде во втором Gears of War там такая фигня была тоже. Меха залезать. Давай. Прямо его достреляем, пока он лежит. Там еще сзади один. И добивание. И еще одно добивание. Все. Теперь золото дали.
Как это работает? О, давай эту штуку разобьем. А, с нее колечек хоть насыпалось. Почему камера постоянно тебя снимает ниже? Вот прям жопу меха показывает. А все, мы тех убили, что ли? И подруга куда-то исчезла. Она впереди меня, она, скорее всего, ждет. Хрена, они сносят. Неплохо так. Ой, пусть летят, короче. Где подруга-то? Она испарилась. Давай, и темная кульминация. Там. Ну опять мы сейчас всех видов боссов перебьем, дальше побежали в соседнюю комнату. Камень? Серьезно? Каменная награда. Я что, настолько... Подожди, сейчас, секунду. Перезагружу геймпад. Я что, настолько отвратительно убил этих мобов? Испытание какое-то. Вообще насрать. Ой, блин, это такой душный босс. Слава богу, мы с ним драться не будем. Или будем? Да будем, наверное. Правда, только до него добраться нам. Прям пинками по мобам. Ну, так полагаю, надо раскидать всех, кто на мосту. Я хоть их добиваю. О, -1 там. Второй улетел. Все. Пойдем. Теперь золото. Странная, правда, система исчисления наград. Вроде по минимуму тратишь время и тут, и там, а тебе все равно. То камень дают, то золото, то вообще там чистую платину. Так, а вот подруга, да, наш? Этот все не угоманивается. Ну, хотя бы мы с ним драться будем не под водой. И на том спасибо. Больно под водой он нудный. Бля. Не понимаю я его атаки.
В общем, главное на щупальца не попадать. Что подруга ничего не делает? Давай помогай тоже. Оп, 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 увернулись. А толку-то? Пока до него добежишь. Давай, 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 сейчас добьем. Ну, слава богу, у него хотя бы 3 фазы все. Давай, 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 уклонение всех дел. Кульминация на лицо. Тадан-тадан-тан. Тадан-тан-тан. Ой, простите. Я танцевал. И на Луну его нахрен зашвырнули. Серебро все равно, потому что от минус 1000 урона. Так сойдет. Какой-то апокалипсис эта штука натворила. Так, мы пока ничего делать с ним не умеем, только вот ударять. Почему стрельба не работает? О, подожди. Во, я хоть нашел морду, в которую можно ударить. Ладно, давай бить куда придется. А то я даже не вижу, с какой стороны адекватно подлететь к этой хрени. Что-то уворачиваюсь. Если я правильно понял, мы бьем какую-то боеголовку или ракету с лицами ангелов и щупальцами из них. А все, я там сломал уже, чем мне кульминация? Вот, давай. В основную морду давай лупить. Слава богу, этой боеголовки, короче говоря, однофаза. Сейчас мы песос раздолбаем. Ну и в глаз, естественно, надо пальцем ткнуть. А что ты меня отталкиваешь, что ли? О, давай. И все. Так. Нам за ней или от нее, или куда? Бронза. За время, наверное, бронза. Пиздец, боссы одни за другим просто, вообще без передыха. Нон-стопом. Кстати, босс первой части. Трехфазный босс. Я помню, по этим щупальцам бегал. Но, кстати, быстро сносится. Наверное, потому что я в роботе сижу. Если вообще это роботом можно назвать. Бля, какой-то сюр вообще просто происходит. Эта штука как-то крутится, да, и пытается меня атаковать своими щупальцами. Но я вроде ее парирую. Все, добили. Сейчас еще кто-нибудь вылезет. По-любому.
А, мегапалец, который заводит мотоцикл. А сейчас-то он что завел? У него вот этот палец вместо ключа, короче, она из зажигания. Дичь какая. Ладно, глава 14 пройдена. Последняя глава. Ща будет. Открыто что? Новое поступление новых аксессуаров в продаже. Взгляните на серьги разрушения. Ну это все косметика. Давай, наверное, прервемся. Передохнуть-то на 2 минутки. И закончим игру. Сейчас я подойду. Ехали. Мне прям не зря Луну показали. Мне всех надо тут перемочить. Бля, на заднем фоне там эти дерутся. Такие квадратные. Наверное, особо париться не стали прорисовывать. Так, что-то накалякали. Давай, пытка. Бам. Надо дудку у него отобрать. Да, пока к одному шел. Я сзади кто-то пинка мне дал. Так, еще где-то второй должен быть. Да, темная кульминация. -1, третьего уже подвезли.
В воздухе прям можно много ударов нанести, там прям лютая комбо получается. И кульминация. Я вот думаю, после них варежки останутся подбиратели, ладно. Блин, он все от меня отпрыгивает. Иди-ка сюда, поближе. Так, еще двое. Это прям арена. Сейчас на меня всех мобов, известных игре, мне скинут. Ну, мини-боссов этих. Потом, наверное, рефайты какие-нибудь начнутся. Боссы пожирнее пойдут. И потом финальный. В жопу ему наколотил. О, давай вот так вот. Глядишь, второго зацепим. Нет, не зацепим. Он был далековато от меня. Атаки просто со всех сторон сыпятся. О, двоих сразу. А где третий? Еще ж кто-то есть. Вот он идет. Красавец. Толпой мобов. Их двое. И куча мелких. Я бы хотел бы вон туда, вперед, в самый замес попасть. Чтобы прям толпу мочить. Ну, не знаю, там с 10-12 противниками там сразу сражаться. Было бы эпично. Ну, эти хоть атаки читаются. У него долгий замах, просто прожимаешь на парирование и все. О, и мы еще и палочку подобрали. Бам. Я, наверное, не дотянулся, да, просто до него. Давай, и кульминация его добиваем. Бля. Пока размахнется этой палкой. На-ка, в чайник тебе. Сейчас ему хорошо прилетело. Золото. Надо побыстрее, да, чтобы эта палка закончилась, а то это... Долго урон с нее. Долго замахивается. По окошкам ему надо лупить. О, я, кстати, первый раз только что в мышей превратился. Забил. О, давай, давай, лупим в голову ему, пока лежит. Трехфазный ты наш. Сейчас еще босса подкинут. По-любому. Это не последний. Как тебе такое? А, надо было его кульминация, да, добить? Ну ладно. Не беда. Бля. Долго же он эту ульту в жопе копил. Оп. Парирование. И прям в ебасосово. Что-то я там
такими штучками своими разошелся не на шутку. 116 тысяч уже насобирал. Неплохо, серебро все равно. А, идите вы в жопу со своим серебром. Опять этот двухглавый символ учениц тьмы. Нет, это не могло быть частью его плана. Обнялись и летят. С этого у нас, по-моему, началась игра. Вроде да. Эти вот драконы, которые летают, больше беспокоят. В них, наверное, хрен попадешь. Ну, мелочь-то ладно, мы раскидаем. Не вопрос. Все. А на что мне кульминировать-то? Платина? Куда вообще мы летим? Пацан, прости, дорогуша. Я немного промахнулся. Малыш? Как всегда, готов отвезти куда надо. Похоже, тебя кто-то отправил на 500 лет в прошлое. На тебе камнем в голову. Вижу, ты уже узнала правду. Не просто так тебя называют левым оком, верно? А где правое тогда? Кто ты такой? Это не так важно. Нам надо обсудить кое-что серьезнее, дорогая. Ведьма и мудрец все еще живы. Никчемные существа, что первая, что вторая. Мне нужно избавиться от них как можно быстрее. У них то, чего хочу я. Я хочу вернуть мне принадлежащее. Очи мира. Что? Другой я сбежал в будущее, и я не могу дать ему что-то там. Посему я должен тебя избавиться, дорогая. Лофт. А подруги почему-то уже с нами нет. И темная кульминация. Кстати, у него тоже 3 фазы. Че стоим-то? Кого ждем? Упс. Бля, я не успел к нему подобраться. Думал, как-то подальше это время ведьм будет длиться. Так, руки, камни. Ну, он в меня летит. Гаденыш меня метеоритом запустил. Но мы сейчас потанцуем, и все пройдет. Мадам Баттерфляй, ваш выход.
Да и все, он сейчас подохнет. Главное, уворотики не забывать прожимать. Куда ты полетел? Так, дружище, мне тебя что, с пистолетов только доставать? Эх. Сейчас он чуть-чуть кончится. Я просто не каждый удар его достает. Все. Минус пацан. Он еще живой и брыкается. А теперь прошу меня извинить, дорогая. Взял, удрал. Мы его били, а он убежал. Золото. Это Человек-паук. Если я прав, то эти врата должны вести в куда? В нахуй, наверное, вообще. Парниш. Эй, держись. Что случилось? Лука, верно? Ты знаешь дорогу на Фимбульвинтер, верно? Прошу, отведи меня туда. Я вспомнил все. Мне нужно торопиться. Ты сдурел, пацан? Нам тебя залатать надо. Нет на это времени. Прошу, отведи меня на Фимбульвинтер, иначе миру придет конец. Он и я, мы добро и зло. Нельзя, чтобы осталось только зло. Что? Вот этот нас, вот он нас защитит, это моя козырная карта. Прошу, просто доставь меня туда. Я привык, что передо мной падают девицы. Но вот это просто невероятно. Но все же лучше, чем подсаживать младенцев на леденцы. Отсылка к первой части. Что происходит? Почему два пацана теперь? Первый улетел куда-то, второго надо дотащить. Добро и зло, они разделены. Две личности, да? Нам на гору надо, по-любому. Хотя что-то вот я ее впереди вообще не вижу. Кстати, кнутом головы вот эти удобнее бить. Все, вы сдохли. Чистая платина. Ту-ту-ду-ту-тум. Я здесь помню в первой части с шариком дрался. А вот там, этот как он, там сундук был по левую сторону. Но добивания те же, только кнопки другие. Во время добивания надо прожимать. На-ка. Тан-дан-тан-та-дан, тра-та-та-та-дан. Тан-дан-тан-та-дан, тра-та-та-та-та-дан. Блин, надо было его пыточной добить. Ну ладно. Ну ладно. Чё ты закрылся-то? Драться будем? Ну да. Бля, там осталось-то ему. О. Дострелял я в него. Чё-то теперь колец прям накидывают от души. Так, мне туда, но сначала мы... давай вот сюда сходим. Что тут?
Это у нас проход по сюжету. Значит, надо назад возвращаться. Там, наверное, просто сундучок какой-нибудь валяется или еще. На-ка, двоим по хребтине кнутом, как он. Минус один и второй. Давай, открывай дверь своим сломанным позвоночником. Назад только пойдем. Вот тут у нас что? Я не понимаю, дорога и туда ведет, и туда ведет. В чем дело? Подружку завали. Роза. Не, пацан-то не так просто. Роза. Ты видел эмблему у него на лбу? Это он тебе нужен. Что? Нам нужно вернуться в мое время. Мы сможем открыть портал здесь. Блять, ну это получается все-таки сюжетный, значит, проход. А почему туда вперед надо идти? Ладно, просто что происходит, то происходит. Лунный свет проникает сквозь окно в потолке, и я чувствую, как мои силы увеличиваются. Я могу использовать здесь поступ ведьмы. Давай. Бальдер. Пространственный портал открывается. Нам нужно вернуться в мое время. Давай, коль не шутишь. Быстрее. Нет на это времени. Ну и бабу с собой, эту розу бери. Бальдер, прошу, позаботься о Серезе. Наше дорогое милое дитя обуздает свой истинный потенциал. Она обуздает очи мира. Как скажете. Значит, получается, это мамашка ее была. Роза, Бальдер, Саске, Наруто. Мать с ошейником бегала. Тяжелая, наверное. Давай уже прыгай, ну что ты. Пашка, недоделанный. Мамочка. Мамку забыли. Все. Мамочка, нет. Все, по идее, теперь эпилог будет. 16 глава Симас. Сила самодержца. Давай. Значит, это не эпилог. Важно. Так, мы с батькой. Что это за место? Мы в моем времени. Но времени все объяснять нет. Нам немедленно нужно попасть на священную гору. Что на той горе? Я не знаю. Но нам когда-то жил Бог, создавший очи мира. И теперь кто-то пытается завладеть его силой. Очи? Как нам туда добраться? Мы в Вигриде. Как? Полетом. Пора прыгать. Прыгать? Это была не просьба. Давай. Ты что, утратила здравый смысл? Здравый смысл для нас обязателен. Но он не очень обязателен для игры, как бы, для сюжета.
Они просто постоянно куда-то летят, куда-то падают, что-то происходит. Ну, мы на самый верх сейчас побежим. О, Жанна. Ну, естественно, никто в кабину не полезет. Мы просто сядем сверху истребителя. Кто это вы? Ведьмы, которых не стоит выводить из себя. Должна признать, такие мне нравишься намного больше, Бальдер. Ты знаешь, когда умолкнуть и делать, что говорят. Я сам решаю, что мне делать. Скажи, откуда ты знаешь мое имя? Я просто услышала как-то ведьма. Ты ее назвал Розой, тебя назвала. В любом случае, эта штука нас доставит в Финбульвинтер на скорости звука. Я бы не был в этом так уверен, ведьма. Ну и ну. Ангелы спелись с демонами. Если уж они подружились, то, наверное, и мы сможем. Не вопрос. Считай это временным перемирием. По крайней мере, пока мы не накажем этих тварей. Ну, можно и так сказать. А я говорю... Танцуем танго. Да, хорошо. Воздушный бой. То есть в данный момент сейчас истребителем управляет Жанна. У нас что-то опять вроде скролл-шутера. Пиу-пиу-пиу. Топ-ган прям. Не всех получается добить. Надо постоянно нажимать, чтобы он стрелял. Даже самолет уворачиваться может. Слава богу, у него не 5 фаз. Все, убили? Вроде. А чё он не стреляет? Понеслась. Это вы задолбали. Это безголовый тип. Неприятной наружности. Еще палец отсохнет просто на удар. Нажимать. Где он? Ладно, сейчас прилетит. А вот херушки тебе. Я его руками забросал. Чё не стреляем-то? О. Тра-та-та-та-та-там. Оп. И темная кульминация на лицо.
Теперь демоны пошли. До этого светлые были, теперь темные. Только они очень близко ко мне расположены. Улетели. Упс. Когда летим уже, который минут 10, да, наверное, гора что-то ближе не становится. Секунду. У меня еще палец реально отсохнет просто. Тут надо мега активный большой палец, чтобы долбить по кнопке со скоростью звука, наверное. Давай, куда тебе мочить? По глазам. Оп, поворотик. А чё урон-то не проходит? Я прям вижу то, что он красным щупальцами меня пытается зацепить. Оп, поворот. Наверное, его еще и второй глаз нужно добить. Ну да. То в глаза ему стреляем, то в грудь этого ската. Ладно, хоть урон проходит, и то слава богу. Куда уже не важно. Так, глаза мы его выковырили. И все. А до горы все равно то же самое расстояние осталось. Он как это? Я еще не договорила. Теперь спереди он появится. Нет. Ладно. У меня уже от тебя спина разболелась. Ну, почему-то не маленькая милаша Серезита, которая весит что-то там сколько-то килограмм. Ну, по крайней мере, твой счастливый талисман меня привел куда надо, верно? Мы на месте, парниша. Прямо у входной двери того храма, который ты так отчаянно хотел попасть. Не уверен, что нам выкатят красный коврик. В аду побывали, теперь в рай полезли, полагаю. Не очень карты эффективны, по-моему, против него. Не на того напал, парниша. Ты должен искать свою лучшую комнату. Всё. К тебе вернулась память. Очень кстати. Но ты точно не моя лучшая половина. Да, потому что Байонета — это правое око. Красное, которое... Или, ну, неважно, правое или левое, не суть. Она, короче, око тьмы. Красного цвета. А он, типа, око синее, насколько я понял. Он, типа, светлое око. Все, что мне нужно от тебя, это твоя сила самодержца. Тогда ты станешь поистине никчемным. Никчемным.
Рай и ад столкнутся в одной точке. Я ими займусь сразу. Поторопись в храм. А Жанна улетела. Она обещала вернуться. Да-да. Вот у мужика правильная вроде осанка. А этот байонету прям это выгибает. Со всей силы. Ладно. Ну-ка, если я превращусь... Да, он тоже превращается. Малыш, добро пожаловать на Фимбульвинтер. Мудрец света, правое око наблюдателя. Ведьма тьмы, левое око наблюдателя. А, так вот, это мы с батей, короче, очи. Это мы с батей глаза. Мы ему нужны. Все части пазла на месте. Байонета, убирайся отсюда. Бальдер. Вот то, что я тебе обещал. Твой шанс на смерть, прими же его. Надо опять станцевать, да, перед дракой? Прямо в балабешник. Он что, такой тупой? И это твоя месть? Разве он не уничтожит твой мир? Разве он не уничтожил твою жизнь? Уверен, это не то, что ты надеялся увидеть. Нет. Бальдер. Будем драться сейчас, что делать? Когда-то мы были единой сущностью. Однако эта часть меня решила, что откроет людям истину о их существовании. И посему он разделил нашу божественную силу и саму нашу душу надвое. Угу. Мы должны были стать лишь оболочкой, но это половина. Оставила при себе силу, способную поддерживать баланс, привнесенный в мир нашим разделением. Силу самодержца, позволявшую контролировать очи мира. К сожалению, он не учел одну серьезную вещь. Он не подумал о силе злого умысла, которая росла по мере развития человечества. Я не мог использовать силу самодержца, чтобы контролировать очи всему. Вместо нее я использовал силу зла в человеческих сердцах, чтобы получить силу древнего божества. И все, что мне осталось, лишь вернуть ту силу, которой я еще не владею. Силу самодержца, силу, что он держал в себе. То есть у нас получается дядька этот летающий вот на силе зла работает. Как на дизеле, короче. Ты смог сбежать 500 лет назад, но мне нужно было лишь ждать. Ждать твоего перерождения. А теперь настала пора нашей силе стать вновь единой. А мне вознестись на престол, как и Тиру, богу хаоса. Точно, его же Тир зовут. Ра-та-та.
Не работает пушка. А теперь моя лучшая половинка. Настала пора вернуть твои силы самодержца мне. Оп, и пацан стал обычный. Теперь я повелеваю очами, как того пожелаю. Не вопрос. Стоит ли мне начать с правого ока? Забирай его, если хочешь, но теперь он не более чем пустой сосуд для меня. Он мне больше не нужен. То есть одного он высосал, теперь надо из байонеты тоже высосать энергию. А теперь пора мне забрать и твою силу, ведьма. Ну попробуй. Этот-то придурок зачем тут вообще? А, ну хоть пацана утащит. Не волнуйся, паренек со мной. Разрешаю тебе показать им свою крутизну, байонетта. А что сейчас такое было? Просто какой-то глупец, который все время появляется из ниоткуда, хотя он всегда появляется в идеальный момент. Полагаю, даже Богу не дано предугадать его появление. Богов не заботят за замыслы насекомых. А теперь, ведьма тьмы, левое око тьмы нужно вернуть тому, кто его породил. Ну так попробуй, забери. Ты разрушил больше, чем думаешь. Final Battle. По щам, кнутами там всех дел. Оп, ушел, у ворота. Давай. Эй. Но у него атаки такие же, как у пацана. И вроде как совмещенные атаки, как у него с этим, с Бальдером. Но у пацана больше атак он взял. Ушел. И кульминация. Чик. Я даже коня призвал. Уворотик. Так, ты, мужик, далеко-то не отходи от меня. Я и так тут ничего не вижу, что происходит. Да ладно, у него что, только 3 фазы? Либо еще продолжение будет. А он станет там каким-нибудь мега Годзиллой какой-нибудь. Будем его добивать потом. Еще 3 фазы. Ой, простите. Не увернулся теперь, да? Идешь ты нахер. Голышом валяюсь по земле. Всё. Угу, не сработала ульта. Давай сейчас танцуем. А теперь тоже нет. Прям ничего не помогает, а. В конце концов, ты всего лишь человек. В очах мира есть сила, но сила эта произошла от Бога. И этот Бог вернет их силы себе. Сейчас у байонеты как потенциал раскроется. Как начнется. Все что ли? Да. Теперь у него оба глаза. И да будет все так.
Сила Этира возвращается ко мне. Я буду править этим миром, как того требует время. Ну прям... Этир. Быть наблюдателем этого мира, править им. Такая власть предназначена лишь Этиру. Свобода воли людей смешна. Она лишь никчемная иллюзия. Им нужно лишь повиноваться мне. Моя воля станет волей Вселенной. Людям не нужно говорить, какова должна быть их воля. Батя проснулся. Мы можем создать мир своими собственными очами. Самоуверенное заявление людской глупости. Ты хоть понимаешь, сколько хаоса и смуты вы породили? Может, мы и не предвидим нашего следующего шага. Может, мы упадем, может, потеряем свой путь. Но мы всегда движемся вперед. Ну, прям эпические слова подъехали. В этом сила человека. Байонета продемонстрируем ему. Зажигаем. Покажи, говорит, пиратам сиськи. Ну, этого точно будет 5 фаз. Чё-то не очень дядька-то нам помогает. А этот нам и так навяливает. Бедный Этир. Ну, нехер силы отбирать. То по жопе получишь. Деда, пей таблетки. Так, ну, минус одна фаза. И чё? Чё покажешь? А, ну нас истребитель сбросил какой-то безумный. А мы вон так. Опять какой-то захват меня поймал. Так, ну и минус еще одна фаза. Ну, давай только в воздухе зависать не будем. Ну это ж такой, блин, отстой вообще. Ну, пушками его ловить вообще не вариант. Я хоть кнутами его пошустрее бью. Так, опять самолеты. Спутник. Но у нас же есть крылья. Вот теперь бой в воздухе. Тут скорее не у босса как бы меняются атаки. Тут скорее всего, ну не скорее всего, тут меняются условия арены. То есть, допустим, в фазу снес, вот тебе, пожалуйста, будешь в воздухе с ним драться. Может, так тебе сложнее будет, знаешь.
Бля, я к нему, а он от меня. Так, дела не делаются. Сейчас мы еще ему эту фазу снесем, половину. Он, по идее, боевку должна поменять нам. Под воду куда-нибудь запихнуть, допустим. Что-то парирование я не поняла. Вот, да, я говорю же. Сейчас мы куда-нибудь еще залезем. Под воду, да? Мы изменили направление полета спутника. Но и Тир этим особо недоволен. Последняя ракета какая-то прилетела там у меня. Теперь он, походу, больше согласен на ближний бой. Опять спутник. Какой-то спутниковый этот босс. Я прямо во все оружие. И ногами пинаю, и стреляю в него. Эх. Почти. Давай ему, осталось-то чуть-чуть. Та-дам. Пистолетов добил. Так. Парень, ты как? Его первая ошибка была то, что он решил, что у меня есть лишь какая-то сраная сила самодержца. Чертов глупец все еще не понял, почему я лучшая половина. Я думал, у тебя уже не осталось карт. Настоящая козырная карта, приятель, это та, которую ты скрываешь до нужного момента. Мальчуган-то блефовал. У него карта с солнышком какая-то, которая забирает силы. Ну, хоть письку прикрыли. Да. Истинная сила лорда Этира, бога хаоса, небытия. Сила стереть из сущего все, что угодно. Даже очи, что ее создали. Не. Так, постой, пацан, а что будем с миром, если ты... Любой хороший картежник любит что-то там сделать, либо мир уничтожен, либо он проложит свой путь. Свободная воля решит, что будет. Ах ты никчемный. Бля, ну у него же немного оставалось-то. Опять его лупить. Но он безобидный уже, абсолютно. Я пока дойду, кульминация на лицо. И мы сейчас все потанцуем. Да-да-да-да. Главное, добивание не просрать. Я так понимаю, что пацан нам эти силы вернул. Здравствуйте, Жанна. Ну, сейчас просто будет безумие протвориться. Я управляю им.
Надеюсь, мне надо в пасть залететь. Кусь-кусь. Съели. И отрыжка. Раз все пошло так, нужно лишь начать заново. Я вернусь в другое время. Создам новую эру, которая будет подчиняться моей воле. Дерьмо, он пытается отбросить свое тело и вернуться в мир духов. Он просто переродится в другой эпохе. Все, а дырочку-то не надо было закрывать раньше. Что ты пытаешься сделать? Думаешь, что сдержишь мою силу, ты потерял здравый смысл? Здравый смысл для нас обязателен. Ты не удержишь никакой другой эпохи внутри меня. Не увидишь никакой другой эпохи внутри меня, лишь вечный цикл времени. Приятель, он же чистое зло. Это яд, что будет жить в тебе вечно. Да будет так. Все ошибки можно исправить руками людей. Теперь он злой стал, да? Бальдер. Сереза, послушай меня. Ты знаешь мое имя? Так он, да, он в курсе. Если я сойду со своего пути, ты должна быть той, кто меня остановит. Бальдер. Сереза. Всего лишь один раз назови меня. Папой. Папа. Спасибо. Да, не благодари. Потом отдашь. Мое дорогое, милое дитя. Все, улетаешь. Папа! Ну, это говорит о том, что мы будем с батей драться, возможно, даже в третьей части. Я не против. Похоже, что мир еще цел. Похоже на то. Вам не нужны очень мира, дорогуша. Я вас верю. Вы можете создать будущее, которое захотите. Что будет с тобой? Я просто немного отдохну. Миру же я больше не нужен, верно? Я увижу тебя снова. Трудно сказать. Я однажды вернусь в этот мир, так что, если повезет, может, еще встретимся, дорогуша. Малыш, я тебе не малыш, у меня есть имя, Этир. То есть меня зовут Локи. Я думаю, что хватит тебе ко мне относиться как к ребенку. Тогда я буду называть тебя по имени, когда снова увижу, как взрослого мужчину. Ну вот же, черт возьми. Ну, можно и так, наверное. По крайней мере, я знаю, кем хочу быть, когда вырасту, верно? Мужчиной? Засветился. Увидимся, Байонетта. Прощай, малыш, и можешь называть меня Сереза. Прости, дорогуша, на Серезу ты, по-моему, все равно не похожа. Я не понимаю, то ее Сереза называют, то Байонетта, как точнее, вернее, это как ее называть? То так, то сяк. И что, без разницы? Тогда бы игра называлась Сереза. Я не знаю. Ой, блин, сами себя путают. Несколько дней спустя. Да, уже эпилог. А здесь спина у нее более-менее ровная. Распродажи намного лучше по праздникам. Отсутствие вмешательств воли Божьей тоже радует. Ты можешь поверить, что они мне платье разорвали? По-моему, это случилось прямо здесь.
Ну, вот так вот посмотреть, как они ходят. Обычные люди так не передвигаются. Вот так вот, если будешь ходить, у тебя точно будет искривление какое-нибудь позвоночника. Просто ужас. Для таких вещей должны быть свое время и место. Время? Оу. Что случилось? Карта. Пацана вспомнила. Только у него в картах дырки были, кстати. Во всех. Почти. Сереза, язык проглотила? Нет, нет, я в порядке. Такие вальяжные дамочки. Да ладно тебе, сколько мне еще с этим заниматься? В январе самое то журналистскими расследованиями заниматься. Врата ада разорятся, и плакал твой анонимный источник, дружище. Веди давай. Ну ладно, ладно, понял. Я у тебя в долгу, но не у меня долги бесконечные. Где вообще этот тунеядец? Что ж, эти двое хорошо ладят. А теперь за каблуками. Пойдем, Энцо. Вот черт, я забыла про Энцо. А я-то думала, почему рядом нет низкорослого болтливого итальяшки. Где ты его оставила? Он сказал, что будешь ждать в самолете. Он летать научился, что ли? Опять? Ну что за день? Что за день? Просто прекрасно. Второе платье за месяц. Просто обычный день, Сереза. Может, тебе стоит перестать грубить Энцо? И жопа порвалась. Оставим болтовню на потом. У нас есть работа. Так дырку прикрыли, замечательно. Вот это я понимаю. Есть лишь один верный способ встретить Новый год. Станцуем, мальчики. Ну, после титров, наверное, еще что-то будет. Директор Ясуки Хашимото. То есть, не совсем прямое, прям принимал участие Хидеки Камия, но тоже участвовал. Опять под титры драка. Вторая часть прошлась, ну, на час. Быстрее. Вот. Сюжет во второй части чуть более понятен. Тоже безумный, но чуть более понятен. Вот. Боевка, ну, примерно та же самая. Примерно та же самая. Мало чем отличается. Оружие парочку добавили. В первой части было одно, вроде как. Я, может, это, конечно, не заметил. А что это мы тут с батей деремся? Еще и двухфазных. Или трех. Ну, не важно. Вот. Значит, во второй части сюжет более понятен, но все равно безумие, конечно, на игре не занимать. Везде какой-то трэш творится. А во второй части больше боссов. Они прям просто на каждом шагу. Прям просто вот пробегаешь 2 метра, босс, 2 метра, босс, там комната, немного мобов, босс. И особо они запариваться не стали. Некоторых боссов прям взяли с первой части и добивание оттуда же. Но раскрасили игру. Более красочная она теперь стала.
То есть больше ярких тонов, типа красную добавили. Не, красный был. Синий добавили, темно-синий. А то прям первая часть в основном вся палитра красок была у нас серая и красная. И золотая еще. Тут прям синенького добавили вообще в тему. Ну, игра чуть покороче. Возможно, даже для ну, нужно было какую-то экономию ресурсов сделать. То есть что-то проработано. Вот с мехом, кстати, тоже неплохая механика. По мехе прикольно драться. Да, робот прям. Он забавный. Я бы ему чуть больше времени посвятил. А так вот, ну не знаю. Музыкальное сопровождение, по-моему, что в первой, что прохождение Elden Ring. Я уже прошел Elden Ring. Я за мага играл. Сейчас нужно будет третью байонету проходить, но это уже не сегодня, завтра. Вот. Музыкальное сопровождение, кстати, слабоватое во всей игре. Я прям какой-нибудь брутальный какой-нибудь рок добавил. К примеру, как в Devil May Cry. Почему они так решили, не знаю. Под такие бы заробы что-нибудь пожестче бы, конечно. Ладно, им виднее. А так, в принципе, вторая больше понравилась, чем первая. Сейчас посмотрим еще, что там в третьей. Говорят, там в третьей части очень много всего намудили. Прям некоторые механики лишние очень добавили, кучу лишних механик. И у нее там что-то с производительностью не все хорошо. Я так, запустил ее, побегал, но 30 кадров вроде. Гокер завтра. Я послезавтра Гокер. Пропускаем мы это дело. Меч щит. Ну тогда ты надолго в Elden Ring, я тебе скажу. О, Киркоров опять прилетел. Ну, батя ёбу дал. И чё, а где вторая часть? Титры мне показывают. Нахрена это нам? Ладно. Пёс бы с ним. Пройдено и пройдено. Все равно, блядь, серебро дали. Пошли вы нахер вообще. Я, конечно, ну, не стремлюсь, я там не платинодрочер, как бы, но твою мать. Вроде там лупишь без перерыва на этих боссов. Все равно, короче, и какую-то дичь дают. Ладно. Что там? Поздравлямба, да. Жалко, за Жанку не дали полобать. За пацана только мы побегали там по лестнице. Ну, такое себе. Хотя, наверное, если ты там несколько раз игру проходишь, то, я думаю, тебе, ну, можно выбирать, как в DMC, допустим, за Вергилия проходить второй раз. Но, не знаю. Скорее всего, боевка будет та же самая, ничего не поменяется. Так, некоторые механички там небольшие. Так, все, далее. Бла-бла-бла, да, вот теперь играть как Жанна можем. Вот, блядь, что у них с позвоночниками? Что у них так сраку выгибает? Они как вопросительный знак у всех. Это искривление, товарищи. Что там? Открыто мир Bayonetta 2. Теперь вы можете получить доступ к галерее из главного меню. И что? Посмотреть картинки, что ли? Новое поступление, новый аксессуар уже в продаже. Взгляните на бессмертную марионетку. Вот насчет этих аксессуаров я вообще не понял. Что это такое? Брелки какие-то на себя вешаешь и все, что ли? Пистолет.
Но вот кнут, который дали, и этот, как его, мечи, в принципе, они неплохие. Но, по сути, разница небольшая. Чисто вот радиус урона. И все. Командная кульминация. Играть в кооп режиме в сети или локально с другим игроком. В этом режиме нельзя использовать сенсорное управление. Ну, то есть, вообще игра же затачивалась на Nintendo Wii U. И тут тебя лишают сенсорного управления, как бы... Я не знаю, нужно будет, наверное, очень хорошее на Nintendo Wii U. Очень хорошее нужно было соединение, чтобы в коопе играть в такую игру, чтобы просадки кадров не было и так далее. Хуй знает. Ладно. Пройдено и пройдено. На этом Bayonetta 2 завершена. По возможности завтра будем запускать третью часть. Самая свежая у нас из вышедших по Байонетте. И, по идее, все. Трилогия. Когда четвертая часть будет, естественно, неизвестно. Дай бог, чтобы лет через 5. Вот, ладно. На этом мы будем стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Все, давайте. Всем пока, удачи.